Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой интересный, нежный, очень легкий в исполнении вертикальный ажурный узор с минималистичными такими листиками. В исполнении узор очень простой, а смотрится в изделии очень шикарно и дорого. Вот так выглядит он при вязании снизу вверх, формирует легкую волну. При желании ее легко можно убрать при помощи манжета или ВТО, при этом не деформируя узор. Вот так это будет выглядеть в ровном виде. Если же вы вяжете от горловины, листики будут смотреть вверх, и он будет выглядеть вот так. Вот такие листья будут смотреть вверх. Изнаночная же сторона узора выглядит вот таким вот образом. С таким узором можно связать летний топ, футболку, джемпер или же украсить более теплую вещь, к примеру, свитер или же платье, пустив по центру 2 или же 3 по желанию раппорта узора в ширину. И вот все остальное лицевая гладь может быть, так как узор хорошо с ней сочетается. Также интересно с этим узором можно сделать асимметрию. Постепенно вертикальная полоса переходит в лицевую гладь, формируя асимметричный узор. Тоже интересная идея. Можно джемпер пустить вот с такими ажурными рукавами или летнюю кофточку, которая связана лицевой гладью, а спинка оформлена ажуром. Идей много. Такие узоры мне нравятся тем, что они дают волю фантазии, поэтому я их люблю и выбираю, и стараюсь побольше таких узоров показывать вам. Итак, раппорт данного узора составляет 16 петель в ширину и 10 рядов в высоту, что делает его идеальным для вязания изделия с азиатским ростком. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, поэтому я набрала 21 петлю. 16 это петли узора, 3 петли симметрии и 2 кромочные. Если же вы вяжете изделие по кругу, вы набираете количество петель кратное 16. Петли симметрии и кромочные, соответственно, вам будут не нужны. Первый ряд. Кромочная, я ее переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на вас. Тогда петли будут ложиться в узоре красиво и не получатся скрещенными. И провязываю их 1 лицевой. Далее 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, 1 изнаночная петля, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении же вправо петли должны на спице расположены быть классически, то есть первая дужка смотреть на меня. И провязываются они вот таким вот способом. 1 лицевой. Далее накид. И на этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд я заканчиваю петлями симметрии. Они точно такие же, как в начале ряда. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая и кромочная петля. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку, то есть изнаночные петли провязываются изнаночной, лицевые лицевыми, накиды провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, вы также провязываете по рисунку лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными, накиды же вы провязывать будете лицевыми петлями. Думаю, здесь никаких сложностей возникнуть не должно, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд.
Кромочную я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид. Я закончила вязать раппорт узора. Хочу обратить ваше внимание, что здесь, в этом узоре, во всех рядах раппорт узора будет заканчиваться накидом. Не пропустите его, пожалуйста, и начинайте после накида вязать следующий раппорт узора, начиная с 1 петли. Это будет лицевая, точно так, как у меня петли симметрии. Вы вяжете то количество раппортов узора, которое вам нужно для изделия. Поворотные же ряды я заканчиваю петлями симметрии. Это лицевая, изнаночная и лицевая. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 5-й ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 3 лицевые петли, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении 3 петель влево, точно так же, как и 2, петли должны быть открыты, неважно, какая это петля, лицевая или изнаночная. У меня лицевые расположены правильно, а изнаночная классически, поэтому я меняю ее расположение на открытое, чтобы вторая дужка смотрела на меня. Возвращаю первую петлю и провязываю все 3 петли одной лицевой. Вот таким вот образом. Если вам удобнее протяжкой, можете делать это протяжкой. Далее идет 1 изнаночная петля, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь точно так же, как и при убавлении влево, петли должны, независимо от того, лицевая это или изнаночная петля, расположены быть классически. В данном случае у меня изнаночная была расположена правильно, а лицевые я поменяла местами. И провязываю все 3 петли одной лицевой. Вы также, если вам удобнее, можете провязывать протяжкой. Я очень часто показывала этот способ в других своих видео. Далее идет накид, 3 лицевые петли и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная петля. 7-й ряд. Кромочная. Я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Я также меняю расположение изнаночной петли и провязываю все 3 петли одной лицевой. Далее накид и 5 лицевых. 3, 4, 5. Накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это лицевая, изнаночная и лицевая. Также провязываю кромочную петлю. Как вы, наверное, заметили, в предыдущем ряду накидов было больше, чем убавлений. Поэтому в 9-м последнем лицевом ряду этого узора мы этот накид будем убирать. Соответственно, в 9-м ряду будет накидов меньше, нежели убавлений. Итак, 9-й ряд. Кромочная петля переснимается и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево,
1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлями симметрии. Это лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная петля. И вот так выглядит один раппорт данного узора. Здесь начинаются формироваться листики, но чтобы увидеть вам полный листочек, нужно провязать еще один раппорт узора. Надеюсь, вы увидели, насколько прост и легок этот узор в исполнении, и обязательно возьмете его себе на заметку. Всем легких петелек и до встречи на канале!